Итак, 6-я серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. И в этой серии мы будем устанавливать бункер, а также механизм для его сброса. Напоминаю, что в прошлой 5-й серии мы в днище нашего кораблика установили механизм рулевого управления. Здесь еще продолжает застывать клей. Он, в принципе, уже нормально так схватился, но еще не застыл до своего максимального состояния. В принципе, в днище мы уже все сделали на данный момент. Можно его откладывать в сторону, пусть себе клей спокойно продолжает застывать. А сейчас мы будем работать исключительно с верхней частью нашего будущего кораблика. Значит, наш корпус комплектуется вот таким вот достаточно объемным вместительным бункером. Этот бункер будет фиксироваться на вот такой вот оси. В качестве оси здесь используется алюминиевая трубка диаметром 8 мм. Эта трубка, кстати, идет в комплекте вместе с корпусом. Как мы ее устанавливали в корпус, я показывал в 3-й серии, когда мы сверлили корпус под все вот эти вот наружные элементы. Там ничего нет сложного, но обязательно посмотрите, есть определенные нюансы. Значит, трубку мы уже сюда установили, и установку бункера мы начнем именно с того, что прикрутим наш бункер к оси. Значит, что я тут придумал? Мы видим, что у нас здесь есть определенный люфт. То есть есть запас места. И если бункер подвинуть максимально вот сюда вперед, мы видим, что между трубкой и бункером есть достаточно большой зазор. В этот зазор я хочу вставить алюминиевую полоску. Вот такая вот полоса. У меня есть толщина 2 мм и ширина 20 мм. Для чего я хочу это сделать? Я, конечно, смотрел, что многие эту полосу не ставят, но я хочу поставить. Почему? Если посмотреть вот так вот в профиль, вот я нарисовал схематически. Вот у нас получается наша круглая ось, а вот плоская поверхность бункера. То есть это вот боковая стенка, борт задний. Получается, что у нас плоская поверхность бункера буквально вот так точечно будет соприкасаться с круглой поверхностью оси. Вот здесь вот, буквально вот в этой точке они будут соприкасаться и вот так вот винтом скручиваться. И вот мне кажется, что в этом месте при открывании будет достаточно большая нагрузка на пластик. Поэтому сюда мы вставляем вот эту вот полоску, вот так вот на всю ширину бункера, ну, понятно, с этой задней стороны. Вставляем эту алюминиевую полоску и через нее прикручиваем. Получается, что у нас вот здесь, где вот эта вот круглая часть на оси, она будет плотно стягиваться с алюминиевой полоской. То есть основная вот эта нагрузка точечная будет идти на полоску, а уже плоская часть бункера будет хорошо стягиваться с плоской поверхностью этой алюминиевой полосы. Думаю, что возможно это не обязательно, но я перестрахуюсь и так сделаю, чтобы на пластик не было большой нагрузки. Это первый момент, который нужно будет сделать. И второй момент, постараюсь это показать. Значит, вот сейчас я пока так вот прижму руками, насколько это возможно. И начинаем открывать. Вот мы открываем вот так. Ну, в принципе, такого открывания достаточно. Но мы видим, что у нас вот не хватает, конечно, рук. Сейчас здесь появится стрелочка. Вот в этом месте, где появилась стрелочка, у нас бункер упирается в корпус. Если же мы немного поднимем бункер, хотя бы там вот на миллиметра 3-4 поднимем, у нас, соответственно, вот эта часть, где стрелочка, она отдалится. Вот получается, вот что происходит. Вот открывается, допустим, вот так. Если мы приподнимем бункер, уже здесь появляется зазор, и мы можем больше его открыть. Поэтому
перед тем, как прикручивать, я не просто его вот так вот положу на корпус и прикручу. Я чуть-чуть его приподниму, что-нибудь туда подложу, вот сюда вниз. Немного приподниму, и тогда уже буду просверливать отверстие. И тогда у нас бункер немного будет открываться, то есть увеличится угол его открытия. Поэтому сейчас все это дело мы сделаем. Прикрепим бункер к оси и затем уже перевернем крышку и будем работать непосредственно с самим механизмом с обратной стороны. Ну вот, отрезал я такой вот кусок полосы. Получилась длина 170 миллиметров. Это как раз такая длина, чтобы наша полоска немного не доходила до краев бункера. Вот такая получилась вот длина. И теперь, если это поставить в корпус, то примерно будет выглядеть вот так. Вот сюда ставим бункер. Между трубкой и бункером ставим полоску. Вот. И теперь через ось, через полоску и через пластик надо сделать отверстие, через которое будут проходить крепежные элементы. Поэтому сейчас наша задача достать трубку из корпуса. Вот. Отметить и на одной плоскости, это очень важно, на одной плоскости просверлить два отверстия. Вот здесь и вот здесь. Сейчас померю, сколько будем отступать от края. Еще точно не решил. Просверлю. Ну и, соответственно, покажу, что у нас получилось. Так, и вот пока я думал, где же нам на оси сверлить отверстие, пришла в голову очень умная мысль перевернуть наш корпус и все-таки посмотреть на вот эти вот выступающие части. Потому как у нас, как мы видим, есть вот такой вот достаточно большой люфт у этой оси, влево и вправо. И здесь что надо учесть? У нас получается, с одной стороны, трубка просто должна удерживаться в корпусе, чтобы не выпадать из него. А с другой стороны у нас будет основной механизм. То есть здесь будет располагаться рычаг. Здесь будет установлен сервопривод. Ну, примерно я вот так приложу. И именно вот эта вот сторона у нас будет, скажем так, рулевой. Она будет управлять всем вот этим открывающимся механизмом. А эта сторона просто для того, чтобы трубка удерживалась в корпусе. Поэтому мы ее оставляем не по центру вот так, а мы больше выдвигаем ее в ту сторону, где у нас будет расположен механизм управления, чтобы у нас здесь было больше места для установки того самого рычага. Ну а здесь оставляем там где-то сантиметр, чтобы просто оно держалось в корпусе. И вот в таком положении теперь мы уже можем мерять отверстия, которые будут фиксировать бункер к оси. Так, ну в общем, просверлил я все необходимые нам отверстия. Конечно, немного пришлось повозиться с измерениями, чтобы нигде ничего не прогадать. На камеру это было бы сделать совсем неудобно. Но, тем не менее, я сейчас подробно расскажу поэтапно, что и как я делал. Значит, вначале, когда мы выставили трубку, я имею в виду вот так вот влево-вправо, как я сказал, здесь мы оставляем буквально сантиметр, чтобы она держалась в корпусе, а здесь оставляем место побольше для установки рычага. Когда трубка выставлена, я от вот этих резинок боковых отступил 3 сантиметра здесь и 3 сантиметра здесь. Наметил, затем накернил и в одной плоскости просверлил два отверстия. Отверстие диаметром 3 мм. Я думал все-таки сюда ставить винты М4, но посмотрел, что трубка у нас и так не толстая, всего 8 мм, и не хотелось лишний раз ее истончать, там сильно рассверливать. Поэтому винтов М3 нам вполне будет достаточно. Значит, просверлил я в трубке отверстие насквозь, соответственно. Вот. С этой стороны и с этой стороны насквозь. Затем, когда в трубке отверстия готовы, я взял бункер, установил его на свое место. Также здесь у нас есть еще боковой люфт. Вот такой, достаточно немаленький. Устанавливаем бункер примерно по центру, чтобы нигде ничего не затирало и по бокам был примерно одинаковый зазор. Выставил по центру.
Затем, как я уже ранее говорил, немного мы его приподнимаем, чтобы у нас увеличился угол открывания. Все выставили, хорошо прижали. И здесь с помощью дрели сверлом 3 мм просверливаем через трубку насквозь через пластик. Значит, просверлили мы пластик. На пластике у нас образовалось 2 отверстия. Потом берем алюминиевую пластинку. Вот я поставил стрелочку, она означает, что это у нас лицевая сторона, и это у нас будет верх. Пластинку прикладываем к бункеру. Все выставляем, чтобы одинаково было по бокам, и вот здесь вот снизу тоже, чтобы было одинаково. Приставили пластинку, хорошо ее удерживаем, и в таком вот положении карандашом через отверстие в пластике делаем отметки на пластинке, потому что напрямую через пластик ее будет сверлить очень неудобно, и она может, эта пластинка может съехать во время сверления. Поэтому карандашиком аккуратно отметил, накернил и той же самой тройкой сделал 2 отверстия. Вот, просверлил ее. И теперь можно уже все это дело собирать. В качестве креплений мы будем использовать вот такие винты. Очень важно, чтобы здесь винты, шайбы и гайки были из нержавейки, потому что здесь все-таки будет постоянно присутствовать вода, влажность, и обычные винты здесь просто достаточно быстро заржавеют. Поэтому винты из нержавейки, гайки из нержавейки и шайбы из нержавейки. Шайбы обязательно нужно ставить, чтобы шляпка не продавливала у нас пластик. То есть шляпку мы будем ставить со стороны пластика, а со стороны трубки у нас уже будет закручиваться гайка. Длина, соответственно, такая, чтобы хватило, чтобы этот винт прошел через пластик, через пластинку и насквозь прошел через трубку. Ну и, соответственно, было место под гайку и под шайбу. Теперь вставляем винт в отверстие пластика и пластинки. Вот так. И затем уже спокойно вставляем в трубку. Раз, два. Так, гайки здесь нужно будет использовать самоконтрящие с пластиковой вставкой, чтобы потом от вибрации это все дело не откручивалось. Но нам еще в процессе установки механизма сброса придется эту трубку вытаскивать, и поэтому, чтобы самоконтрящуюся гайку не нужно было постоянно откручивать, потому что откручивается она только ключом, там определенное усилие, я временно притяну обычными гайками, чтобы можно было их раскручивать вручную. А когда уже все соберем, поставим нормальные самоконтрящиеся гайки из нержавейки. И вот что у нас получилось. Сейчас это уберем. У нас бункер спокойно откидывается. Вот так это все выглядит здесь. И вот такое вот открытие. Вполне достаточно, чтобы нормально высыпалась прикормка. Все открывается легко, свободно, нигде ничего не затирает. Плотно сидит на корпусе, то есть зазор у нас получился здесь одинаковый. Ничего не болтается, все работает. И, кстати, рекомендую вот здесь вот в этих местах, где резинки, буквально капнуть по капельке масла машинного, чтобы у нас не резинка терлась о пластик, а чтобы трубка скользила в середине резинки. То есть вначале оно было так довольно туго, я заметил, как резинка проворачивается по пластику, а когда капнул масло чуть-чуть, то все стало легко, и резинки стоят на своих местах, а трубка скользит в середине этих резинок. И когда у нас это уже все зафиксировано, все на своем месте, мы можем переворачивать наш корпус. И сейчас будем уже изготавливать сам механизм сброса. Так, ну а здесь уже, конечно, придется немного пофантазировать, потому как не каждый будет делать точно так же, как я. Но основной принцип я покажу, и основываясь на том, как это делаю я, каждый сможет сделать, возможно, как-то по-своему, но тем не менее, чтобы все это правильно работало. Значит, сейчас чисто схематически я
постараюсь объяснить, как это все должно работать. В комплекте с корабликом шел вот такой вот кронштейн для фиксации сервопривода. Я изначально, когда ко мне пришел корпус, я изначально его померил и нашел на Алиэкспрессе в таких же размерах сервопривод. То есть это сервопривод на 20 килограмм. Вот он сюда четко становится. Вот так. Здесь даже есть отверстие, где можно будет его притянуть шурупами. Он ставится примерно вот в таком положении. Кстати, такой кронштейн удобен тем, что в случае замены сервопривода ничего не нужно тут расклеивать. Просто откручиваем 4 шурупа, его достаем и ставим на место другой. Значит, все у нас обслуживается. Ставим в таком примерно положении сервопривод. На сервопривод мы одеваем качельку. Здесь у нас уже качелька такая одинарная. В поворотном механизме у нас качельки были двойные. Здесь качелька одинарная с зубцами в середине. Это качелька именно под сервопривод. На эту качельку, так же как и на рулевом механизме, я одел уже вот такой вот, точно такой же фиксатор тяг, как у нас был на рулевом механизме. Только здесь он используется один. Эта качелька одевается примерно вот так вот на сервопривод. А вот сюда, на вот эту часть трубки, нам необходимо зафиксировать рычаг, за который будет цепляться тяга. Тяга, кстати, тоже у нас будет с велосипедной спицы. Есть у нас тяга. Потом уже обрежем там нужный размер, нужную длину, и, возможно, нужно будет немножко там подогнуть. Значит, сюда нам надо одеть, зафиксировать рычаг. Как это можно сделать? Во-первых, можно просто просверлить эту трубку насквозь, соответственно, в правильном месте. Сейчас мы уже ориентируемся, ну, примерно, если мы выставили вот так, выставили сервопривод, то ориентируемся уже на вот этот бочонок, на фиксатор тяг, чтобы этот рычаг получился примерно напротив отверстия в этом бочонке, то есть где-то вот здесь. Можно здесь просто просверлить насквозь, подобрать какой-нибудь винт, там сделать в нем ушко. Ну, тут, я же говорю, фантазия уже может по-разному работать. То есть главное здесь сделать рычаг, за которым можно зафиксировать тягу. Я у себя в гараже нашел, даже не знаю откуда взялись, вот такие вот алюминиевые бублики. Вот они достаточно такие широкие. Так получилось, что у них отверстие четко совпадает даже с вот этим вот, с вот этой трубкой. Что я сделал? Значит, одно это колечко у нас будет вот здесь. Я решил поставить. Ну, вообще сюда его, в принципе, можно ничего не ставить. Потому что у нас и так сам бункер будет фиксировать эту ось, и она вот так, в принципе, сильно там ездить не будет. Но у меня оно есть, поэтому я вот сюда поставлю это колечко. То есть дополнительно еще зафиксируем, чтобы этот бункер сильно там по сторонам не катался. И второе колечко вот будет становиться вот сюда. Но еще я у себя нашел, даже не знаю вообще откуда это взялось, из какой-то, возможно, техники, а может что-то от какой-то мебельной фурнитуры, не знаю. В общем, вот такая вот штука с резьбой на конце. И здесь еще даже вот было уже два отверстия. В этих колечках, в этих бубликах я просверлил на торце отверстие, нарезал резьбу М4. Здесь 3 отверстия, а здесь тоже 3. И сюда будут вкручиваться вот такие вот гужоны. То есть получается, мы вкручиваем сюда гужоны, одеваем колечко на трубку, гужоны закручиваем, и все, оно на трубке стоит идеально четко и никуда не двигается. Это колечко у нас, в принципе, все то же самое, 3 отверстия, здесь 2 гужона. И вот здесь у нас будет вкручиваться вот этот вот рычаг. Вот. Что получается? Мне, в принципе, трубку просверливать не нужно будет. Я просто беру, одеваю вот это
кольцо на трубку. Так, где-то что-то мешает. Ага, вот этот гужон. Одеваю его на трубку. Затягиваю гужонами. В том положении, ну, в том месте, где мне надо. И вот получается у нас готовый рычаг. Вот почему я сказал, что придется пофантазировать. Возможно, не каждый будет делать точно так же. Ну, потому что если нет токаря, то вряд ли вы такие колечки где-то возьмете. У меня они просто были. Я их чисто из-за этого буду использовать. И потом вот сюда ставится тяга. От этого рычага до вот этого фиксатора тяг. И все. Получается, у нас работает сервопривод. Это все мы потом, конечно же, будем настраивать. Сервопривод работает, и он будет откидывать бункер с помощью вот этой вот тяги. Поэтому сейчас тут еще не совсем все до конца понятно. Буду сейчас настраивать, подбирать, выбирать идеальное положение. Общий принцип я рассказал. И сейчас уже за кадром я буду все это выставлять. И, конечно же, буду периодически включать камеру, показывать, что у меня получается. И так в итоге мы все это доведем до своего логического завершения. Я тут немного подумал и решил, для того, чтобы более точно было понятно, где устанавливать этот рычаг, то есть ближе к краю трубы или ближе к корпусу кораблика, я решил начать с частичного изготовления тяги. Почему с частичного? Потому что саму спицу я еще нигде не обрезал, я только согнул вот этот край, где у нас на спице находится резьба. И, кстати, здесь эта резьба нам пригодится. Ее мы обрезать не будем. Я вот так вот согнул под 90 градусов. И вот берем вот эту гайку. Это родная гайка, которая фиксирует спицу на колесе. Вот. Вот эта гайка. Только мы ее накручиваем наоборот. Шляпкой к резьбе. И получается, вот, вставляем в это ушко спицу. А этой гайкой ее фиксируем. Закручиваем до упора. Потом я смажу еще фиксатором резьбы на всякий случай. Сейчас пока так. Вот. И все. Мы эту резьбу смогли использовать. Все свободно здесь. И если видно на камеру, этот рычаг я немного наклонил вот сюда, вот в сторону корпуса. Как раз здесь корпус тоже имеет, он не ровный, а вот такой вот немного идет наскос. И я вот так вот наклонил сюда рычаг. Единственное, что если будете делать так же, то не надо наклонять до самого пластика, потому как не забываем, здесь еще будет ставиться днище сюда, и вот оно как раз здесь вот соединяется. Я не думаю, что оно там будет мешать, но все равно какой-то там сантиметр-полтора лучше оставить. Впритык к пластику рычаг не наклоняя. Вот, и теперь, когда у нас здесь зафиксирована тяга, нам нужно определиться, где и как нам располагать сервопривод. Причем тут даже больше меня интересует не само расположение сервопривода, а меня больше интересует расположение самой качельки. То есть сейчас нужно будет подобрать такое положение, при котором качелька будет так работать, чтобы у нас полностью открывался бункер. Как и в случае с рулевым управлением, нам сейчас нужно будет подключить сервопривод к пульту, чтобы он отцентровался, и тогда мы уже попробуем поэкспериментировать, посмотрим, насколько вообще сервопривод вращается, на сколько градусов, и можно будет четко выставить эту качельку. Сейчас подключаем. Так, питание подаем на регулятор. Теперь берем наш приемник. На любой канал подаем питание. Я вставил в первый канал. И теперь я сервопривод вставлю на 5-й канал. Он, кстати, на 5-м канале у нас и будет работать. И теперь нужно настроить. Сейчас включаем питание. Включил питание
на регуляторе. Теперь берем пульт. Включаем. Так, я хочу, чтобы у нас сброс бункера был на вот этом вот тумблере. Он удобный, как раз вот здесь под рукой будет находиться. Но у нас, как мы видим, он никак не реагирует. Сервопривод не реагирует на него. Для этого заходим в настройки. Так, смотрим дисплей. И что у нас? Вообще ничего не происходит. А на 5-м канале у нас вот эта вот крутилочка. Кстати, вот, смотрите на сервопривод. Видите? Ну, понятно, что бункер таким образом мы сбрасывать не будем. Нам нужно, чтобы он резко откидывался. Поэтому нам нужно на 5-й канал вместо крутилочки поставить вот этот тумблер. Заходим в AUX Channel. Находим 5-й канал. И вот у нас тут стоит VRA. Вот это вот. А нам нужно поставить на... Этот тумблер подписан как SWA. И выбираем сейчас. Так. Сейчас это не то. Вот у нас 5-й канал. Ищем пункт от SWA. И сохраняем. Держим Cancel. Все, у нас сохранено. Теперь заходим в дисплей. И вот. Теперь у нас работает наш сервопривод на вот этом тумблере. Все, сейчас, когда пульт настроен, я здесь поиграюсь за кадром, попробую посмотреть, как лучше нам поставить этот рычаг, и тогда уже покажу, что у нас получилось. К сожалению, не получилось сделать все настолько быстро, как я на это рассчитывал изначально, но методом проб и ошибок все-таки удалось достичь желаемого результата. Как только я начал настраивать эту систему, сразу возникла первая проблема. Если сервопривод никак не зафиксирован на корпусе, что-либо настроить здесь просто не получается. Допустим, я фиксирую тягу на рычаге бункера, фиксирую тягу на сервоприводе, пультом начинаю все это дело проверять. Сервопривод прыгает по корпусу, рукой удержать не получается его, усилие большое, в общем, ничего не понятно. Но с этой проблемой справился быстро, вспомнил, что у меня есть двухсторонний скотч, поэтому взял сервопривод, сразу зафиксировал на вот этот желтый кронштейн и прямо на кронштейн снизу просто приклеил полоску скотча и уже смог таким образом фиксировать сервопривод в разных местах на корпусе. Понятно, что эта фиксация не такая, как фиксация клеем, но как временный вариант, чисто чтобы проверить, как это все работает, вполне рабочий вариант, поэтому берите сразу себе на заметку. Так, с этой проблемой справились. Начал я все это настраивать, и выявилось, оказалось, что не хватает угла поворота сервопривода для того, чтобы бункер полностью открывался или полностью закрывался. То есть, например, если я вот эту качельку и тягу настраиваю таким образом, чтобы бункер был полностью закрыт, то в таком случае, когда я нажимаю тумблер на пульте, он полностью не открывается. Открывается не до конца, где-то до середины. Или наоборот, если я все это настраиваю так, чтобы бункер был полностью открыт, так как положено, нажимаю тумблер на пульте, сервопривод делает свой полный там оборот, на сколько градусов точно я не помню, и бункер полностью не закрывается. Промучился, наверное, часа 2, может быть даже и больше. До ночи крутил, вертел, уже и так уже моток скотча у меня почти закончился. В общем, думал и понял, что единственный вариант, который можно попробовать, это удлинить вот эту вот качельку. Вот даже нарисовал схематически, чтобы было понятно. Вот у нас ось сервопривода. Вот наша качелька, вот эта синяя, которая
была изначально, я показывал. И вот у нас удлиненная качелька. Мы видим, что, например, если эта качелька наклонена вот так вот вправо, до упора, можно сказать, вот где у нее находится фиксатор тяги. Ну, этот бочоночек, который там зафиксирован. И если же у нас точно в таком же положении находится удлиненная качелька, то фиксатор тяги уже находится здесь. Вот мы видим, какая разница по расстоянию. И насколько при удлиненном вот этом рычаге, насколько дальше получается фиксатор тяги от центра сервопривода. Получается, что у нас намного дальше уходит тяга, и, соответственно, бункер открывается или закрывается больше. То есть увеличивается ход самой тяги. Соответственно, чем больше ход тяги, тем больше у нас вращается ось бункера. Ну, думаю, понятно. Поэтому что я сделал? Я взял алюминиевую полоску и вырезал из нее вот такую вот качельку. Просверлил два отверстия и заклепками приклепал к вот этой синей качельке. Удлинил где-то на... Так, сейчас линеечка. Удлинил где-то на 2 сантиметра примерно. На 2 сантиметра она стала дальше. Здесь на конце просверлил отверстие. Точно так же зафиксировал фиксатор тяги, как он у нас был изначально здесь. И начал пробовать такой вариант. Сразу же все получилось. Ход увеличился настолько, что мне даже пришлось ограничивать с помощью настроек пульта, ограничивать конечные точки. Потому что он или сильно прям закрывался, что его аж выворачивало, или сильно открывался, что тоже выворачивал. Ну, когда он был на скотче, то ничего страшного, он просто отклеился и все. Сейчас, кстати, я покажу эти все настройки. Что еще я здесь сделал? Значит, я вот здесь вот, где этот фиксатор, между фиксатором и корпусом нашел пластиковую шайбу. Вот здесь вот поставил. А здесь поставил, тоже нашел такое, ну, металлическое кольцо. Такая втулочка. Одел на трубку и тоже все это дело зафиксировал. Это я сделал для того, чтобы у нас вот этот бункер, так, сейчас как его, чтобы этот бункер у нас не ездил со стороны в сторону. Вот сейчас есть вообще минимальный люфт, я специально его оставил, чтобы не было прям сильно зажато. Но, тем не менее, вот, вообще маленький люфт, потому что изначально люфт был достаточно большой. И когда бункер уезжает в какую-то сторону, он там клинит, и сервоприводу нужно очень большое усилие, чтобы начать его поднимать. Так я его выставил по центру, и теперь вот, видите, вообще ничего не клинит, то есть можно его как угодно прижимать. Все свободно. Вот такое вот у нас получилось. Ну и сейчас я подключу сервопривод к питанию и покажу, как это все работает. И плюс еще покажу по настройкам. А, вот еще забыл показать такой момент. Когда я удлинил качельку, я вот эту вот удлиненную часть наложил сверху на синюю качельку. И у нас, соответственно, вот этот вот фиксатор тяги отдалился от сервопривода, стал немного дальше. И прямая тяга уже сюда никак не подходила. Рычаг уже был зафиксирован, я не хотел никуда его смещать в стороны, он так и остался. И поэтому я эту тягу выгнул таким образом, чтобы здесь она заходила в рычаг, так же, как это было изначально. А здесь вот после изгиба ровненько пошла и зашла в фиксатор. Конечно, прямую тягу, как я хотел это сделать изначально, было
вставить гораздо проще. Здесь пришлось немножко повозиться, но вышел из положения и все получилось. И также вот еще покажу. Я все-таки вчера решил посадить на клей сервопривод. То есть, когда я все уже полностью настроил, убедился, что все работает, отметил здесь карандашом, хорошо зачистил, обезжирил и посадил на клей титан. Для того, чтобы за ночь он подсох. И сегодня я уже смог вам все это показать в действии, то есть как оно работает. Так, подаем питание на регулятор. Лампочка загорелась. Приемник тоже работает. И сервопривод от бункера мы подключили на 5-й канал приемника. Ну и теперь покажу наглядно, как функционирует система сброса бункера. Ну и вообще посмотрим, что у нас получилось. И по ходу я еще покажу несколько важных настроек, которые связаны непосредственно с самим бункером. Значит, эти пульты имеют такую особенность, что он поймает сигнал с приемником, то есть законнектится с ним при включении только в том случае, если все вот эти тумблеры находятся в положении вверх. Вот мы их ставим в положение вверх, а вот этот пока ставим внизу. Этот тумблер у нас настроен на бункер. Включаем пульт. Он сигнализирует звуковым сигналом, пишет ошибку и просит все тумблеры поднять вверх. Сейчас мы его поднимем вверх, и у нас откроется бункер. Нас такой вариант совсем не устраивает, потому что теперь при каждом включении пульта, вот мы все тумблеры подняли вверх, как он нас об этом просит, при каждом включении пульта будет откидываться бункер. Почему нас это не устраивает? Вот элементарный пример. Мы, допустим, приезжаем на рыбалку, в бункер засыпаем прикормку, там кладем кормушку, ставим на воду возле берега, берем пульт для того, чтобы его отправить на точку лова, включаем, откидывается бункер, и возле берега высыпается вся прикормка, кормушка и все, что мы туда положили. Этот вариант можно исправить очень просто. Заходим в настройки, пункт реверс, находим 5-й канал, потому что именно на 5-м канале находится наш бункер. И этот ползунок опускаем вниз. Сохраняем cancel, держим cancel долго. Все, выходим в главное меню. Теперь что у нас получается? Тумблер находится вверху, как об этом нас просил пульт. Вот мы можем его выключить, включить. Сразу идет соединение Connect с радиоприемником. Тумблер вверху, бункер закрыт. Все, мы можем полностью управлять кораблем. Приехали на точку и выгрузили бункер. Это у нас первая такая настройка. И теперь вторая настройка. Вот, как мы видим, сейчас у нас бункер открывается не полностью. Я специально это сделал, чтобы продемонстрировать. Он может у нас не полностью открываться. Может, наоборот, слишком открываться, что сервопривод будет вырывать из корпуса. А может не полностью закрываться. Или может, например, сильно закрываться, что тоже будет негативно сказываться на всей конструкции. Поэтому у нас есть такой пункт, такие настройки, как конечные точки. Вот endpoint. Заходим в endpoint. Переходим на 5-й канал. Это у нас слева столбик. Это у нас получается настройки сервопривода, когда бункер в закрытом положении. И вот это у нас, вот мы его открываем, стрелочка сама переходит на правую колонку. Здесь у нас настройка, когда он открыт. Вот, например, для того, чтобы увеличить угол открытия, мы добавляем проценты. Здесь сейчас стоит 59, я специально поставил. И вот, смотрите на проценты и наблюдайте за бункером. Вот он у нас пошел открываться. Ну тут вот ставим до 100%, как раз так настроено, что при 100% он полностью открыт.
Теперь закрываем его. И вот, например, мы можем, сейчас покажу, вот сейчас проценты будем убирать, и бункер будет приоткрываться. Вот в таком положении он у нас до конца не закрывается. Мы проценты добавляем, чтобы было видно. Проценты добавляем, и бункер вот закрывается. Даже был такой удар по корпусу. Все, бункер полностью закрыт и полностью открыт. Настроили, убедились, что он правильно открывается, правильно закрывается. Удерживаем Cancel и сохраняем. Все, выходим в главное меню. Вот наш бункер полностью настроен. Все работает. Все работает как надо. В принципе, мы сделали то, что хотели. Установили систему сброса бункера на наш кораблик. Ну и раз мы уже затронули тему бункера, доведем дело до конца, чтобы потом уже к нему вообще не возвращаться. Сейчас еще сделаем здесь механизм для фиксации снасти. Это для того, чтобы когда мы сюда положили кормушку и хотим ее завести на какую-то определенную точку, чтобы во время движения корабля эта снасть не слетала с бункера. Поэтому делаем сейчас фиксацию для этой снасти. Я сейчас все покажу. Все-таки я сделал еще одно небольшое дополнение. Честно, вот с самого начала думал делать, не делать это. Уже и так смотрел. Но решил перестраховаться, чтобы потом лишний раз не разбирать корпус. Значит, помимо клея, я решил вот этот кронштейн сервопривода еще закрепить на 3 вот таких самореза. Эти саморезы из нержавейки. Они с увеличенными шляпками, то есть пластик продавливать не будут. Они как раз такой длины, чтобы пройти через пластик корпуса и полностью пройти через вот эту всю толщину подошвы кронштейна. Клей, само собой, я думаю, он здесь будет не лишним. Я даже еще по бокам подобавляю небольшие такие валики, но это уже потом, когда этот полностью застынет. Как мне кажется, здесь все-таки для такой нагрузки, когда бункер открывается, нагрузка чувствуется прям такая хорошая. Для такой нагрузки, слишком уж маленькая площадь для приклеивания здесь, совсем небольшая. Тут при всем желании сильно много клея не добавишь. Вот поэтому вкрутил 3 самореза. Получается 2 вот здесь поближе к рычагу, то есть там, где идет основная нагрузка, и 1 вот здесь вот уже к этому краю ближе, чисто для подстраховки. По поводу герметичности вообще не переживаю. Перед тем, как закручивать сюда саморезы, я все это промазал хорошим герметиком. Прям туда в середину загнал герметик в отверстие. Еще саму резьбу промазал герметиком. И под шляпки тоже налил герметик. И все это хорошо на герметик затянул. Да и отверстие там всего 2 мм в диаметре. Поэтому вот так вот. Тут уже сами решайте для себя, прикручивать, не прикручивать. Я прикрутил, пусть будет такая дополнительная подстраховка. Итак, фиксатор снасти в бункере. По какому принципу вообще это все будет работать? Нам нужно будет сейчас найти центр этого бункера. И вот в этом вот переднем борту просверлить по центру отверстие. Затем вставим туда вот такую вот резиночку. Во-первых, для того, чтобы было красиво, как говорится. И, во-вторых, чтобы об острые края пластика у нас не повреждалась там леска или шнур. А вот сюда вот, напротив этого отверстия, тут как раз есть такая очень хорошая, удобная ложбинка, мы вставим какой-нибудь штырь. В качестве штыря я возьму вот такую вот вытяжную алюминиевую заклепку и сюда ее закреплю. Вот я взял кусок пластика, потренировался. То есть мы берем, сверлим отверстие диаметром 4 мм под эту заклепку. С обратной стороны ставим увеличенную такую шайбу. Затем берем пистолет для заклепки и начинаем эту заклепку вытягивать, но не до конца, потому как если мы ее вытянем до конца, штырь
обламывается. Ну, по такому принципу работают заклепки, кто не знает. Вот, мы ее вытягиваем до определенного момента. Когда видим, что она уже, тут она уже расширилась снизу, полностью зафиксировалась, мы ее снимаем с пистолета. И у нас получается вот так вот надежно зафиксирован штырь в пластике. Шайбочка для того, чтобы вот это расширение не повредило пластик. Потому что там расширение идет под очень большой нагрузкой. И вот так вот мы сделаем вот в этом вот месте, на корпусе. Поэтому сейчас я здесь ищу центр, сверлю здесь и будем делать фиксатор. Ну вот и все, система фиксации снасти в бункере полностью готова, ничего сложного. Все получилось так, как я и рассказывал. Здесь отметил центр, просверлил отверстие сверлом на 12, вставил сюда резинку. Напротив этого отверстия просверлил четверкой, вставил заклепку, подложил шайбу и с помощью заклепочника вытянул этот штырь до определенного момента, пока заклепка не зафиксировалась в корпусе. И, кстати, на этих заклепках, когда они продаются, здесь всегда острый край. Пока еще заклепка находится в руках, чтобы потом ничего не пилить на корпусе, сразу рекомендую вот это все дело загладить здесь сверху, чтобы оно не было острое. И также этот штырь я немного наждачкой подшлифовал вручную, потому что заклепочник оставляет такие мелкие насечки на алюминиевом штыре. Все готово. Теперь показываю, как это работает. Сейчас подключим сервопривод на наш 5-й канал. Есть. Сейчас проверим его. Так, все работает. И вот, например, нам нужно завести кормушку на определенную точку. Мы кормушку кладем в бункер. И здесь, видите, задний борт такой довольно пологий. Это сделано для того, чтобы прикормка хорошо высыпалась из бункера. И если мы это так вот просто покладем, то во время движения корабля, при малейшем усилии каком-нибудь, кормушка просто слетит с бункера. И придется корабль возвращать назад к берегу, все ложить сюда заново. Но если взять вот так вот возле кормушки, шнур сложить вдвое, получается такая вот петелечка. Эту петелечку вставляем в отверстие в бункере и петлю накидываем сверху на штырь. Вот. И теперь у нас все зафиксировано. Даже вот можно так подергать. Все, и поплыли. У нас никуда уже оно не слетит, никуда не денется. Приплыли на точку, нужно кормушку выгрузить. Но здесь все будет работать по такому принципу. Поднимается бункер, петля слетает со штырька и освобождается. Ну вот. Работает? Работает. Система фиксации замечательная, хоть и простая. Поэтому с бункером мы полностью закончили.
Как видите, все отлично работает. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересных серий. И не только по сбору корабля. К рыбалке мы тоже вернемся. Также смотрите прошлые серии. Кто еще не видел, там тоже много очень полезной и важной информации. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.